Это наш дом в горах Грузии, почти 700 метров над уровнем моря. И иногда по утрам такое чувство, будто живешь в облаках. Мы, молодая семья с двумя маленькими детьми, осознанно выбрали путь вне привычной системы и переехали в деревню, чтобы строить жизнь, опираясь на собственные ресурсы. Здесь мы развиваем хозяйство, выращиваем свои продукты и учимся быть максимально самостоятельными. Это не побег от мира, а шаг к более устойчивому и свободному будущему. Мы продолжаем ремонт в детских комнатах и в этом видео покажем, что же у нас получилось. А также посадим растения, которые нам подарили соседи. Они довольно необычные. Сделаем новинку для нашего интернет-магазина. И начнем готовить место под будущую пасеку. Посмотрим, получится ли окончательно справиться с дикой ежевикой. У нас сегодня дождливая, холодная погода, поэтому на повестке дня продолжение ремонта в детских комнатах. Одну стену мы закончили, оштукатурили. Теперь сейчас перейдем вот к этой стене. По той же схеме ставим маяки и поехали. Надо будет еще здесь выключатель перенести, то есть тут один на две лампочки. Получается, один выключатель туда поставить. После того, как заходишь, мне кажется, вот здесь будет удобнее всего. Это справа. Справа от двери, от ручки. Вот здесь и сделаем.
Вот это. Листики наши высохли. Вот такого они зеленого цвета, да? Да, да, не желтые. Получились. Ну, потому что тут не длительная сушка, как их обычно сушат в естественных условиях, да? А тут... На сколько градусов ты сушила? 45. 45. А сколько по времени сушка занимает? Часа 4. 4 часа, ну вот. Кстати, это вот одна из причин, почему мы решили использовать не лист сушеный, да, как продукт, а именно в измельченном виде. Потому что он намного быстрее отдает вкус, запах, аромат. И возможно применять в различных специях, разных соусах. Соусах, да. Фарш добавлять, да, в кондитерские изделия. Намного больше спектр применения. Да, И требуется где-то вот на кончике ножа или щепоточка, и он вкус дает очень хороший, яркий. Если в сравнении лист выкидывается, да? Да, и у него все масла и весь вкус остается вот внутри. Поэтому... В измельченном виде, да, намного эффективнее. Да. Так, О, вот запах, что даже близко не подойти, вот если честно. Настолько эфирные масла. И цвет такой. Мощный, да. Класс. Очень, очень классно. Мы уже пробовали добавлять чуть-чуть в блюдо такой измельченный. Просто эффект. Вот ни разу такой не пробовали. Несравнимый, да, с листами, потому что вкус намного ярче раскрывается. Да, такое правда. Вот и в кондитерке итальянцы применяют не зря. Но вот теперь, чтобы все эти запахи сохранить, уникальные. Будем вакуумировать. Да, будем вакуумировать. Решили нашу продукцию брендировать вот таким логотипом Life Garden или Живой сад в переводе на русский язык. Вот у Насти появился такой халатик симпатичный, тоже с брендом. Вот такая вот продукция получилась. То есть измельченный лавровый лист, выращенный полностью в экологическом саде, без применения химии, удобрений, опрыскивателей и всего остального, чем сейчас заполонен современный мир. Кому интересно, приобрести такой лавровый лист можно у нас в WhatsApp-каталоге. Ну, и есть еще не только WhatsApp-каталог, потому как многие говорили, что недоступен WhatsApp-каталог. Мы Сделали еще Telegram. Сделали Telegram, да, магазин. Там тот же ассортимент. Можете посмотреть. Не только эту продукцию, еще у нас есть пастила, сушеная цедра, много всего вкусненького. Постепенно пополняем его. Поэтому заходите, посмотрите. Может, мне пойти промоутером работать? Да, да, ты уже. Образ есть. Образ есть. Так, сейчас будем готовить раствор для штукатурки. Для этого я беру 10 килограмм цемента М500, такого синего, и 40 килограмм песка. Еще в этот раз хочу, по совету наших подписчиков, добавить немного клея теплоизоляционного, для такой более эластичной структуры. Посмотрим, как это будет выглядеть.
Просеиваю через такую мелкую сетку. Вот таким вот шпателем просто. Достаточно быстро получается, особенно если песок сухой. Тут он чуть-чуть влажный, но все равно. И песок, в принципе, не такой плохой. Вот совсем чуть-чуть камней осталось. В первую очередь я добавляю воду в емкость для будущего раствора. Потом одеваем маску, добавляем цемент и перемешиваем все хорошо. Ну, теперь получилась такая однородная смесь цемента и воды. И теперь в эту однородную смесь добавляю 4 части песка и перемешиваем все. Перемешал я песок с цементом. Теперь время добавить секретный ингредиент по совету наших подписчиков. В моем случае это теплоизоляционный клей, который буду использовать. То есть буквально килограммчик я добавлю и снова все перемешаем. Так, ну все по технологии. Теперь ждем 10 минут и еще раз перемешиваем. И можно наносить. В то время, пока ждем повторного замеса, наносим грунтовку на стены. У петушков очередная вечеринка на полянке. Солнышко выглянуло сквозь дождь. Так, вот что получилось. Так, вот достаточно текучий, вязкий, клейкий, самоточный до штукатурки. Многие в комментариях еще советовали не намазывать, как ты делаешь, а накидывать. Что ты насчет этого скажешь? Я накидываю, но потом я чуть-чуть протягиваю, потому что я боюсь, что она отвалится. Это чисто вот чтобы лепеха моя не отвалилась. То есть это элемент накидывания просто. Вам так кажется, что это размазывание. Да, я вроде накидываю, ну вот, если я не промазываю, она у меня отваливается. Не знаю. У меня еще, наверное, не тот уровень просто профессионализма. Да, но бывают такие машины еще, которые там специально набрасывают. Да. У нас, кстати, вот соседи напротив нас, который купил такой, он говорит, что для него это самое сложное. Накидывать. Да, накидывать, наносить на стену. Да. Такое, ну, нудное занятие.
Так, что мы делаем, Настя? Выбираем место. Да, для цветочков. Нам соседи дали цветочки. Как они называются? Нарциссы, да, по-моему? Нарциссы, а вторые не знаю. Вторые надо будет загуглить, как говорится. Да. Но он такой достаточно большой куст вырастает, Ага. поэтому ему надо много места. А нарциссы можно где угодно сажать. Ну да, надо на это рассчитывать, что вырастет большой куст. Тут большие краны, поэтому... Да, сюда, наверное, не надо. Надо какое-то отдельное место делать. Может быть, нарциссы можно вообще вдоль дороги посадить. Они быстро размножаются, да. Ну да, можно у въезда, да? Можно у въезда, да. Справа, слева, вот так вот. Ну, пошли погуляем, посмотрим. А тот большой куст, где-то ему надо отдельное место, да. Погода у нас сегодня солнечная, но ветер достаточно прохладный. Поэтому вот так чуть оделись. Зима все-таки сопротивляется приходу весны. Ну ничего, должна весна победить. Скоро наступит тепло. У нас тут планируется еще одна клумба около дома. А тут большой куст, который мы посмотрим потом, как называется. Посадим куда? Вот где этот пенечек, да, Я или думаю, да? вот тут где-нибудь. Где-то вот тут. Но он, смотри, он все закроет, все гортензии. Он очень Не, большой. он наоборот будет задним фоном для гортензии. Он выше, чем Ага. гортензия. Он наоборот будет вот тут вот так красиво. Ну, И с окошка будет он светом не закроет ничего. видно. У нас солнце-то вот так вот ходит. Нет? Не, я предлагаю вот сюда его. Ну, в принципе, гортензия любит, да, тень? Ей ничего, Да, тень. она любит тень. Ну, давай закрывать тогда. Ну, это как пальма, да. Сейчас посмотрим, как называется. Сейчас мы вот сюда посадим, да. Я пока буду копать, а мама посмотрит, что это такое. Банан будет у нас. Банан? Да, наверное, Нет, не Тима, будет. это декоративное Ты растение. хочешь, чтобы банан росли? О, петух, петух. Так, петух пришел, да, посмотреть, что мы тут сажаем. Называется новозеландский лен, потому как у него вот эти вот листья, да, как их можно назвать, очень плотные, вот у них такие волокна. И Мираби, наш сосед, который нам дал это уникальное растение, сказал, что ими даже подвязывают. Можно там и киви, и какие-то помидоры, то есть она как подвязка служит, как натуральная нить вот у него. И она, 2-3 года даже не сгнивает, для растений. Нам как раз можно будет попробовать использовать в следующем году для подвязки киви. Потому что мы сейчас вяжем проволокой, надо натуральными вещами вязать. Тем более, которые у нас будут расти на нашем участке. Я надеюсь, он приживется. Мы его просто обрезали от большого такого куста. Ну вот у него видно, тут корешки чуть-чуть есть. Надеюсь, он приживется. Вот видишь, вот они, корешки молодые. Вот. Вот так держи, я буду закапывать. Так, сейчас вторую вот так. Да, давайте вторую держи вот так. Вот так. А у Тимы сейчас каникулы, да? Хорошо, отдыхает. Помогает нам сажать. Вот. Все, можно закапывать? Да. Давай. Лизок. Тяжело, но я сейчас будешь отпускать. Сейчас я чуть-чуть закопаю. Плющ-то выньте. Плющ. О, а то посадим сейчас плющ еще. И вот сюда. Так. Посадим здесь. Так, какая у нас? Лен новозеландский, да? Ну-ка так, крутись давай, в другую сторону давай, сюда подкопаю. Чтоб корни почувствовал. Попробуй, да. Держится он? Сидит? О, как красиво. Красиво. Только его, наверное, может пока под... Обрезать. Его надо обязательно обрезать, я думаю, да. Папа, надо обрезать. Листики нет? Да. Ну ладно, тогда не трогай. Папа, надо обрезать. Ну, вот эти старые можно обрезать, которые поломаны. Надо подвязать пока, чтобы он прижился. А, можно, да, можно так, подвязать. Держите вот так хорошо. Все, возьми. В нескольких местах надо. Я думаю, в одном месте хватит. Не, он же от ветра еще надо вот здесь вот будет. Давай. Да, надо вот это ответить. Вот так, да. Пока он приживается, чтобы корни сильно не шатались, вот такой вот от ветра бамбук вставить и к нему еще подвязать, чтобы такая прочность была, так сказать. А потом, когда он укоренится, там уже он сам себя будет держать достаточно хорошо. Вот так мы сделаем, да, Тима? Балдеет.
Мартовский кот. В этом месяце можно тебя так называть. Все, теперь дело за нарциссами, да? Пойдем сажать вдоль дороги. У нас как раз не хватало весенних цветочков. Мы Насте на 8 марта с Тимой пытались что-то найти, набрать, но у нас не так много. Подснежники уже отцвели, а новых, кроме морозника и вот этих вот желтых, которые, я не знаю даже как называется, мы тебе принесли, больше ничего и нет. Ну теперь будут нарциссы. Никак не можем найти мимозу. Да, Мимоза саженцы саженец. мимозы. Да, вот она бы точно цвела. Подскажет, кто-то где-то видел, очень хочется посадить. Особенно в Гурии тут как бы редкость, да? Тут если в Аджарии там их побольше, а тут у нас в Гурии я не видел тоже. Ну вот решили мы тут около ворот посадить первый островок, да? Она тут у меня с землей, как раз можно прям так засунуть. Вот такой будет островок, Тима. Я буду ходить. Тоже будешь сажать? Ну неси. Вот так. А это все тут. Ну, это вот так вот. Чуть-чуть я заглубил, наверное. Поменьше вот так. Да. Они думают, мы червей для них ищем. Да, они думают. Они думают, человек только для этого и нужен, чтобы пускать червей. Тут еще островок. Вот бамбуки тут повсюду, смотри. Посуду. Надо упасть бамбуки. Или Да. выпить вся байта. Кому-то очень нравится слово бамбуки. Ну, понятно, такого слова нет. Но мне просто нравится, как звучит бамбуки. Понятно, что он не множественного числа у него нет, что бамбук он будет и всегда в Африке бамбук. Но бамбуки звучит по-другому. Так, новый день, новая стена. Вот эту закончили. Теперь осталось последнее закончено в этой комнате. В принципе, тут не так много. Но нужно все равно установить маяки. Поэтому поехали.
Сегодня хороший солнечный денек. У меня в планах заняться покосом нашего южного склона, по которому я сейчас иду. Тут, несмотря на то, что как бы трава еще не совсем высокая, из-за чего я хочу косить, это из-за того, что в том году, когда я боролся с ежевикой, тут были огромные ее заросли на этом склоне. И чтобы ее полностью истребить, необходимо не дать ей роста. То есть, а вот сейчас видно, молодые побеги повылазили. Вот. И вот мы сейчас будем их полностью убирать под корешок, чтобы она не росла, а корень гнил. И надеюсь, моя система регулярного покоса поможет избавиться от этой ежевики, которая здесь тут все нам заполонила. Ну и заодно как бы и прокосим. Вот это вот, я не знаю, что это такое. Это точно не цветы. Это какая-то вот большая жесткая трава. Летом вырастает вот выше пояса. Тоже сильно не хочется, чтобы она здесь была. Вот заодно чуть-чуть апельсинчики попадали, пособираем. Так, у меня уже закончился литр бензина, который заправил мотокосу. Сейчас пойдем немного передохнем, дозаправимся и поедем дальше. Ну вот тут вот уже обкосил такую довольно большую часть, мне кажется, почти половину. Он начинает стягиваться, животные. Курицы, петухи, кошки. Башек, ты такой не ешь. Ну, вот такой результат получился. Всю молодую поросль убрал. Вот, теперь, конечно, по-хорошему все это надо сграбить, чтобы под ней было видно, что растет. Настя мне сейчас поможет. Вот так мы ее... Я думаю, мы ее вниз покидаем, да, а потом на тачке отвезем. Эти можно и грядки даже замульчировать будет в будущем. Ветки крупные, ну, как... еще, да. Он может прорасти, да? Да, я предлагаю туда во враг просто Ну, скинуть. тоже хорошее решение. В принципе, у нас травы сейчас будет полно, будет чем мульчировать, да? Да. И вот плющ, мы только вот его убрали, да, буквально.
И вот опять у него длиннющие корни. Вот он сразу к дереву тянется. Он какие огромные листы дал. Надо сейчас это тоже будет сразу вырвать. Только деревья освободишь от плюща, а плющ опять гонится за ними. Ну ничего, со временем все очистим. Главное делать регулярно. Не запускать, как говорится. А еще планирую на этом южном склоне развивать пасеку, чтобы это не было в центральном саду. А вот как у нас вон там вот один улик стоит. И вот здесь вот так тоже ставить. Вот здесь, в этой стороне. Тут хорошо то, что вот направлено на юг. Плюс еще цитрусовые сады. Не только здесь у нас, но и там у соседей внизу. То есть будет что собирать, как говорится. И с другой стороны они также не будут мешать посетителям, детям. Там и мы не будем пчелам мешать, потому что я там в основном в саду постоянно езжу. Сейчас еще и на мотоблоке езжу, чтобы не нарушать их спокойствие. Вот, принял такое решение, что можно даже под деревьями будет ставить эти улики, чтобы там не сильно летом им пекло. Какая-то тень была. Поэтому тут очень много места, да, Настя? Для пасеки. И можно не переживать, что тут дети близко подбегут. Тут редко кто бывает в этой стороне, потому что склон. Не очень приятно тут, да, бегать. А для пчел, мне кажется, будет самое то. Мотокоса у меня в очередной раз поломалась. Не знаю, то ли мотокоса такая, то ли в принципе сейчас такие мотокосы. Буквально несколько раз ей косишь, несколько дней, обязательно что-нибудь случается. Либо карбюратор, либо в моем случае вот сейчас вот здесь вот этот редуктор сломался. То есть он, получается, это шкив крутит, а здесь внутри, уже мне один раз вот этот набалдажник заменили. Это вот уже второй раз он умер. Завтра повезу. Ну или, в принципе, отдельно можно сразу купить, дома поставить. Где-то пока косил, потерял воздушный фильтр. Лучше, наверное, все ее отвезу. Пускай проведут такое техобслуживание после зимы, так сказать. А так, в идеале, все-таки я рассматриваю варианты на хорошие бензокосы, только такие на аккумуляторах. Аккумуляторные косы. Никаких проблем, никаких смешиваний бензина, масла. Одел аккумулятор, пошел косить. Ты, Кузя, что скажешь? Согласен? Согласен с этим решением? А?